Нет смысла учиться в университете, если вы того не хотите. Если вам так сказали родители, и вы должны соответствовать их ожиданиям. Для моих родителей было очень важно, чтобы я получил высшее образование, поэтому я усердно трудился, чтобы поступить на инженера в Нидерландах. Спустя полгода я решил вернуться обратно, на родину. Менять свою жизнь на 180 градусов дважды страшно, очень страшно. Но еще страшнее жить чужой жизнью. Кто-то поступает, выпускается, находит работу и в целом живет счастливой жизнью, а кто-то всю жизнь жалеет о том, что сделал неправильный выбор. Я поговорил с 4 выпускниками из разных университетов и специальностей из разных стран, чтобы разобраться, какие ошибки каждый из нас может совершить и совершает при поступлении в университет. Сейчас вы услышите 4 истории, а в конце я расскажу, как я совершил все эти ошибки и что делать даже в самой сложной ситуации. Ошибка номер 1. Не подходить к поступлению осознанно. И это уже был мой второй университет. Я уже успела до этого полгода отучиться на международных отношениях Франция, Канада, так назывался. Это тогда вот мой был выбор сразу после 12 класса. Вроде как осознанный, но потом что-то мне так что-то не понравилось. Туда я пошла лично учиться, вот чисто из-за французского. Не то, что я хотела стать вот специалистом по международным отношениям, а вот зацепил французский и пошла. И ты потом сразу на журналистику перешла, но ты говоришь, ты даже, не полный год Да, не отучилась, полный год, правильно? и вот эти полгодика я просто работала в кафешке на полную ставку, подзаработала денег, и потом сразу у меня был срыв. Я говорила родителям: "А куда же я дальше? У меня же даже плана не было, что дальше". Я просто вот ушла, очень хотела сбежать от всего, сбежала. Но, кстати, потом я целые эти полгода готовилась, искала себе, волонтёрство во Франции. Я тогда поехала волонтёрить во Францию. Ну, я волонтёрила 3 недели, но всё равно вот тоже, Ну, тоже э, опыт, да. ушла от французского, но Франция всё равно от меня никуда не ушла, и я поволонтёрила тогда. И Мгм. потом я вот уже с сентября пошла учиться, да. Тогда мне уже было больше причин туда поступать. И первое, да, мне нравилось писать всегда, ну, мне нравилось писать. Это были личные дневники и всякие философствования, но не я потом только узнала, что такое вообще журналистика. То есть я, в принципе, и шла, не зная, куда я иду. Это Анжелика, ей 23. Она поступила на социальные науки по специальности журналистика в Латвийский государственный университет. Отучилась 3 года. После университета Анжелика попробовала себя на целых 4 работах. Она работала официанткой, работником колл-центра, няней, а также тренером по танцам. Сейчас она проходит переквалификацию на нутрициолога. А есть у тебя сейчас какие-то перспективы, оканчивая вот этот курс нутрициологии, если ты сказал, что он даже на 1 год, как тебе там дают, как Да, кто-то ну, сказал, там тоже именно какой-то документ, что да, ты с этим... сертификат и переквалифицирование. Кстати, вот если бы я не получила диплом о высшем образовании, я бы не смогла проходить этот курс. Он требует как бы любого диплома. Там очень М, интересно. Ты должен иметь хоть любое высшее образование, и тогда ты получаешь вот эту вот корку о том, что у тебя переквалифицирование. То есть ты в новое обличие входишь. мгм. И да, у меня есть. Я все-таки не с пустой головой думаю. Ну, думаю, так, что я смогу с этим, да, делать, с этими знаниями. Ну, я понимаю, что это, конечно, только начало этих знаний годичных. Точно одних их не хватит, но с этим я смогу хотя бы дистанционно, хотя бы через свой блог. Я вот это планирую, у меня уже есть какие-то наработочки делать блог и через блог себя как специалиста, и тогда консультировать как бы онлайн. Такие себе возможности. Но, конечно же, да, никто меня не пустит в больнице работать. Еще что-то, какую-то мысль хочешь добавить от себя? Прислушивайтесь к своим чувствам и не перерационализируйте, что вот там диплом, это перспективно. Но если тебе тошно, не нравится, и это повторяется из раза в раз каждый день, то не бойтесь бросить, и вот даже если нет какого-то плана Б, но он найдется, но лучше не мучиться, вот не мучиться. Потому что вот я сейчас вот, да, отучилась, добила диплом.
но поняла, что зато столько времени, блин, было ну, как бы вот потрачено на это, когда как я могла бы тратить уже на что-то более близкое мне. Вот. Поэтому чувствуйте свои чувства. М. Будьте честны с собой. Ошибка номер 2. Идти на поводу у родителей. Я с детства хотела быть кинорежиссером. М. Потом поняла, что, ну, мне и родители говорили, что у нас негде выучиться на качественного режиссера. Я тогда не знала, что и существуют реально какие-то возможности. Мне это было так и в голове, что да, в Латвии стать режиссером нереально, в Латвии заработать на жизнь, будучи режиссером, нереально. И третья установка — женщин-режиссеров не бывает. Вот М. такие установки мне вбили. Я отказалась от своей мечты, хотя я всегда снимала видео и монтировала, и была всегда в супер в аудиовизуальной среде. Мне это очень нравилось. Я решила пойти на компромисс с родителями, поговорив о том, что где я могу сохранить свою креативность, но также заработать денег. Реклама. Но никогда не прикасалась к реально большой камере, никогда не прикасалась со сценарием, с актерами и так далее, что мне всегда хотелось сделать. И вот так я оставила свою мечту стать кинорежиссером. Одновременно я стала зарабатывать SMM, то есть я занималась соцсетями и так далее, что немножко перекрывалось с моим образованием, и как будто я шла по этому пути, мне все нравилось. Мы все еще освещаем темы, у меня есть моя команда, мы пишем проекты про sex education, я стала лидером, мы делаем креативные вещи, я делаю все то, что делает режиссер, просто я нашла себя в другом, и я вышла на это, несмотря на то, что на это не учат, на то, что я не видела женские фигуры в этом и никогда не понимала, что я могу стать такой же. И вообще, когда ты учишься в универе, тебе никто не говорит: ты можешь пойти в негосударственный сектор, делать проекты, образовывать людей, менять мир, и это настоящая профессия. Тебе про это никто не говорит. А мне кажется, что это очень важно, чтобы разные профессии, неважно, мужские, женские, я вообще не люблю это словосочетание, просто профессии, возможности были видны для всей молодежи, чтобы ты знал, что, несмотря на то, как ты себя чувствуешь, или это правильная работа, это неправильная, это возможно в твоей стране, это невозможно, мне кажется, важно освещать любые возможности и давать зеленый свет ребятам пробовать, ходить на практики, поддерживать финансово, чтобы они не сидели на работе 8 часов и потом не могли учиться, а чтобы они могли сидеть и читать книги и выбирать тот путь, который им больше по душе. И таким образом, хоть я и не стала режиссером, я на самом деле об этом не жалею, потому что то, чем я занимаюсь сейчас, я 100% знаю, что это мое, и я это люблю. На всякие компромиссы я не советую идти с родителями. Если правда хочется изучать что-то, лучше пойти изучить, понять, что это не твое, и уйти. Лучше пойти и стать этой единственной женщиной в индустрии мужчин и попробовать, как это твое, не твое, чем узнать, что таких, как ты, нет, и ты никогда не станешь первой. Это Вика. Ей 24. Она также обучалась на социальные науки в Латвийском государственном университете, но на специальности коммуникация. Получила бакалавра в сфере рекламы, также отучилась на магистратуру по направлению наука коммуникаций и СМИ. Отучилась 3+2 года. Я скажу, что любой опыт, которым мы занимаемся, особенно в молодости, он абсолютно имеет огромную ценность. Вот даже пойти поволонтерить на мероприятие, познакомиться, нетворкинг с людьми, чтобы они тебя там запомнили, подружиться в Фейсбуке, просто посмотреть, как люди что-то делают, это все очень ценно. И когда это все накапливается, это такая гора, которую ты потом можешь использовать в своем CV или, в принципе, по нетворкингу находить новые работы. Это все очень важно. Я всю свою жизнь ходила на все мероприятия, записывалась в волонтерство, я фоткала, я общалась с людьми, писала тексты, переводила. И я всегда была в этой струе, чтобы понимать, что еще в индустрии происходит. Я работаю проект-менеджером, то есть веду проекты в организации «Мозаика». Это организация ЛГБТ и их друзей. По сути, мы занимаемся правами человека. Наши главные два фокуса — это юриспруденция и политика. Я, наверное, когда рассказывала друзьям, куда я поступила по работе, где я начала работать, они мне все говорили: да ладно, типа, это вакансия, типа, чисто под тебя сделана. Но я не могу им представить никакого человека на этой вакансии, кроме тебя. Я говорю: for real. Действительно, я чувствую, что я нашла просто, вот знаешь, пазл, когда он входит, последний пазл в эту огромную картину пазлов, он так входит, так гладенько, и такой full picture is done. Да. Это то, как я себя чувствую. Абсолютно. Я металась по миру, металась
по разным компаниям, по фрилансу, и потом такая, пам, пазл зашел. Ну и, в принципе, кажется, для тех, кто сомневается, куда им идти, когда им идти, во-первых, не торопить события. Не всем нам нужно выпуститься и сразу куда-то вписаться. У меня было много друзей, которые сразу вписались после школы, потом такие, походу, медицина это не мое, это вообще очень так трудно. Ну, пойду-ка я учить, ну, вот там другое. И они перепоступали, причем бывало, что училась в Латвии на филологии, потом пошла учиться на бизнес и французский в Англии. Ну, два разных вообще направления. Люди с химического на биологический, с медицины на математику абсолютно нормально перепрыгивали. Я после школы тоже шла в пиар. Не знаю, что такое пиар. Не знаю даже, что такое пресс-релиз. Не знаю, что такое ивент-менеджмент. Поработала с Инессой Галланта, походила с ней на интервью, выучила, где какая радиостанция, где как берут интервью. Поняла, как это работает, как распиарить мероприятие. Сейчас я это делаю со своими мероприятиями. Мне тогда было 18-17 лет, я носила плакаты по кофейницам, и это была бесплатная такая работа, которую я делала просто для своих знаний. Сейчас я могу сказать, что мне 24, я знаю, как работает система пиар или пресс-релизов, у меня есть свои друзья в медиа, и я могу делать свои проекты, ради которых я вернулась обратно из Испании в Латвию, и я счастлива, что здесь я имею возможность быть useful, то есть полезной. Не всегда, уезжая за границу, мы думаем, что вот я выучусь там на крутую профессию, и я там останусь. У меня есть огромное количество людей, которые приезжают в Латвию со своими дипломами и устраиваются на работу здесь, which is absolutely normal. Нет ничего стыдного, нет ничего неправильного, нет ни неправильной работы, нет ни эта работа не для твоего, там, не знаю, гендера, возраста, цвета кожи. Мне кажется, любая работа valid, и мы не наша работа. Тоже важно помнить, что мы всегда имеем право на отдых, право сказать нет, право уйти из универа, право взять академ, право взять отпуск и наслаждаться этой жизнью вне зависимости от нашего образования. И работать на работе, которая не соответствует нашему образованию, выучиться на юриста пойти делать ноготочки, абсолютно valid. Зато мы будем делать самые крутые ноготочки и любить нашу работу. Which is, by the end of the day, the most important thing. Ну, по-моему. Как-то так. Ошибка номер 3. Бояться сделать неверный выбор. Увлекался очень разными блогами в интернете. Я читал в основном блоги разных путешественников, которые в основном путешествовали по Юго-Восточной Азии, автостопом. Да, очень бюджетно, но и обычно как-то зарабатывали деньги в пути либо онлайн, как фрилансом, либо устраивались там где-нибудь на работу, допустим, учителем английского. Это, по крайней мере, раньше было популярно. И для этого не обязательно было быть носителем английского языка. И меня в то время очень привлекал такой стиль жизни, поэтому какое-то относительно долгое время я планировал что-то в этом же направлении. И что тебя заставило все-таки сделать этот shift? Сложно, наверное, одно какое-то событие выделить, но я помню отчетливо разговор, который у меня был с папой. Он был да, небольшом восторге от этого. Хотя, опять же, как я рассказал до этого, меня никогда ну, в общем-то, не заставляли, и родители ну, как бы свои взгляды на высшее образование активно не проповедовали. Ну и, наверное, в тот момент, ну, это в какой-то степени на меня повлияло. Вот, и, ну, наверное, звучит так, как будто бы меня, ну, вот, родители заставили, но я бы не сказал. А сам процесс, думаю, выбор, он происходил так гораздо более медленно и незаметно. Просто на тот момент, наверное, путь получения высшего образования, он все-таки казался каким-то более проторенным, более предсказуемым, более понятным. Но, во-первых, нужно понимать, что, ну, как бы на тот момент я жил в России, поэтому у меня было бы, ну, большая вероятность тогда попасть под призыв и пойти в армию после окончания школы. Поэтому это, наверное, для меня тоже такой был, скажем так, аргумент против. Это Никита. Ему 25. Он закончил бакалавриат в сфере международная бизнес-администрация и магистратуру в направлении глобальный бизнес и устойчивое развитие в университете Erasmus в Нидерландах. Отучился 3+1 года. Сейчас Никита работает по специальности Business Intelligence в Нидерландах. Какое-то время он также думал о том, чтобы стать психологом или пойти учиться на лингвиста, но все же решил пойти на бизнес. Ну, возвращаясь, вот я помню, ты в прошлый раз говорил, но в целом вот
Несмотря на то, что ты там размышлял и думал об этой, скажем так, номадской жизни, там, в плане путешествий, и вот говоря то, как у тебя сейчас все сложилось, ну, в целом ты доволен тем, что есть сейчас. И я очень доволен, да, я прям несказанно доволен. Сделал бы я что-то по-другому или, ну, там, выбрал бы я другой вариант, как бы не получать высшее образование сейчас. Ну, зная то, что я, как бы, ну, или, скажем так, имея опыт и, как бы, вещь, которую я узнал и так далее, нет, ну, точно нет. Ну, просто потому что, как бы, да, меня очень устраивает моя жизнь сейчас. Мне кажется, полезной такая мысль, идея, концепт, что, ну, как бы мы, ну, вследствие того, как наш мозг устроен, часто думаем о решениях как о, ну, таких развилках бесповоротных. Ну, как бы, по сути, эти развилки постоянные, и я не думаю, что много, ну, по крайней мере, в моем случае было вот таких выборов, чтобы нельзя было там вернуться ну, как бы поменять. То есть самое сложное в этом плане, это, наверное, просто эмоционально понять, что, ну, да, как бы, может быть, я сделал не самый лучший выбор. Ну и как бы это кажется эмоционально, что вроде как поражение, хотя мне кажется, это не очень, ну, полезный как-то способ об этом думать. Но, ну, возвращаясь к этому примеру, ну, то есть я как бы не вижу больших препятствий, если бы мне на данный момент очень захотелось, ну, поехать вот так вот путешествовать, ну и как бы вести кочевнический образ жизни. Ну и еще одна, ну, как бы такая аналогия, которая мне нравится. Как бы у нас в голове как бы такая житейская мудрость, что там карьера и так далее — это, ну, такой условный туннель, вот. И что как бы там, если ты въехал в туннель высшего образования, условно, там, конкретного высшего образования, которое я получал, там, международное, бизнес, что Да. ты как бы как въехал в туннель, и ты там, ну, как бы в нем застрял, и назад не поедешь, и ты выезжаешь уже когда на пенсии, там, спустя 50 лет, 60 лет. Может быть, в какой-то момент это было более актуально, но я думаю, ну, там, может быть, лет 20-30 назад, но я думаю, что на данный момент это, ну, очень устаревший, не очень полезный взгляд, как бы, или аналогия. Мне больше нравится это видеть как такое, ну, как бы, я не знаю, шоссе, там, где у тебя есть много полос, и ты как бы, ну, можешь постоянно перестраиваться. То есть, ну, даже чисто статистически люди, как правило, меняют работу каждые там 2-3 года и карьеру каждые, может быть, 10 лет. Ну и М. образование тоже очень много как бы случаев, когда люди как бы меняют образование либо там посреди, ну, не отучившись до конца, либо отучившись, и потом другое образование. Но это очень тоже помогает, по крайней мере, мне об этом помнить, что, в общем-то, жизнь больше не туннель, а скорее такая дорога многополосная, где можно, в общем-то, может быть, не в любой момент, но относительно часто менять полосы, если действительно нужно и хочется. Ошибка номер 4. Закончишь, тогда и заживешь. То есть у меня опыт образования в России плюс, триместр по обмену в Нидерландах. Получается, я заканчиваю университет, переезжаю сюда. Стоит отметить, что это мой муж, вот Никита мой брат, чтобы понять, как я оказалась в итоге в Нидерландах. То есть, ну, понятно, я переехала, к своему партнеру. Для того, чтобы работать на полной позиции, зачастую мне нужен голландский. То есть оказывается, что уже не просто, например, мои там друзья, которые работают сейчас в России, что нужен, ну, какие-то навыки, знания и русский язык. Ну, там бывает английский. Ну, бывает еще какой-то еще. Но тут недостаточно русского языка, часто недостаточно хорошего профессионального владения английским языком, а нужен еще голландский. Ну, логично, потому что я приехала в другую страну. Но я к чему? К тому, что как бы если работа там, условно, в стране, где ты живешь, и ты знаешь свой язык, а тебе требуется зачастую твой язык, то в другой стране тебе зачастую не просто там нужен английский на идеальном уровне, так еще тебе и нужен еще местный язык, ну, то есть 3 языка, ну, грубо говоря. Да, то есть планка повышается. Ну да, тут у тебя еще сложность твоя, потому что ты ищешь такие позиции, где нужно много общаться с людьми. Да, А, да, у меня была такая позиция, все-таки программист, он как ну бы да, контактирует с людьми только внутри компании. Это Даша, ей 22. Она закончила бакалавриат по специальности менеджмент и стратегическое управление компаниями в РАНХИКС в России. Также училась по обмену в Гаагском университете в Нидерландах. также на последних курсах, поскольку я говорила, что у меня любовь к предпринимательству и к всему своим проектам, на третьем курсе в конце мы с моей
Ну, так получилось, да, что как раз-таки мы познакомились со студенткой тоже в моем университете Ранхиксе, с Юлей, с которой ты знаком. И мы вместе создали студию подкастов. Это был наш проект сначала в рамках университета, то есть мы его начали развивать просто, ну, как бы по своему желанию, скажем так, и как бы это был как наш условный стартап, ну, в общем, наш проект, который мы пытались развивать. Мы писали дипломную по нему тоже, и мы развивали его, ну, то есть я с такой больше, я стала главой продакшена, она стала главой продвижения. То есть по своей специальности мы с двух сторон развивали наш проект. И мы искренне, ну, хотели, чтобы это вообще стало нашей основной деятельностью, то есть как, ну, наш бизнес, скажем так, да. Но делать все с нуля — это очень сложно. И там добиться какого-то дохода, чтобы это хватало на жизнь нескольких людей, да, у нас еще есть члены команды, это тоже все сложно. Я получила огромнейший опыт как раз-таки пока, ну, то есть когда ты создаешь проект вообще с нуля, и у тебя все решения принимаешь как бы, ну, зависит, да, от тех, кто управляет проектом, ты вообще всему учишься с нуля. Но ты пытаешься карабкаться по этой между конкуренцией, пытаешься как-то узнавать, все учиться. Ориентировались на русскоговорящую аудиторию, а я переехала сюда, в Нидерланды, то есть я же не могу бесконечно там сидеть дома и онлайн, ну да, ориентироваться как бы на немножко другие реалии, которые тоже есть, но я все-таки переехала в другую страну, мне нужна социализация, мне нужно общение тут, мне нужна работа именно тут, потому что, ну, как бы я живу сейчас тут, да, там уровень дохода тоже необходим другой. То есть, получается, я имею опыт определенный, да, я не говорю, что он равносилен там 4 лет работы где-то в компании на фултайме, но это я похватала максимально в разных областях. Ну да, это, то есть, больше связано с ивент-индустрией, с маркетингом, с медиапроектами, но как бы я все равно в этот пласт, в эту сферу вошла. Сейчас я, получается, ищу работу тут. Она происходит такая достаточно волнообразная. То есть я подавала, да, я проходила какие-то интервью, но на данный момент я не нашла пока еще тут работу. То есть уже, ну, я ищу с осени. Но суть в чем, что я поняла? Нам не говорят, пока мы учимся в университете, то, что вы никому не нужны, когда вы выпуститесь. Все думают, что вот, я учусь, и я выйду, и я все, меня все работодатели ждут, и там все, держите меня, условно, когда человек выходит из университета. Но нет, никто вас нигде вообще не ждет, только ваша ответственность, то, что вы должны вообще просто отправлять тысячи заявок, вы должны, как учит меня брат Никита, вообще, ну, типа, заниматься нетворкингом, он гораздо помогает быстрее найти работу, да, когда тебя знают лично, знают, на что Ну ты да, я способен. полностью согласен. Шанс устроиться куда-то, особенно студентам, когда тебя человек из компании не то что порекомендует, но хотя бы скажет про тебя HR, это, ну, типа, уже ты на уровень выше Да. будешь в приоритете у HR, чем он просто найдет твое резюме в Ну да, но я интернете. хочу отметить, что это То разница, есть, как говорят, по да, блату, допустим, да, это когда ты ничего не да. делаешь, тебя просто куда-то устроили, потому что ты чей-то там родственник или чей-то друг. И нетворкинг, когда ты как специалист где-то ценишься или интересен кому-то, потому что, ну, как бы тебя знают, тебе больше доверяют, и как бы просто то, что ты, например, какой опыт имеешь, какие навыки, тебя советуют как специалиста. Это Ну да, разница, но то она есть работает. это... Поэтому я стараюсь сейчас ходить на разные мероприятия, все это делать, но я просто к тому, что, ну, как бы через это надо пройти. И это может занять несколько месяцев, это может занять полгода, это может Да, занять. я бы сказал, да, в Европе это может занять намного больше времени, чем в России, потому что тут в целом процесс найма такой неспешный. То есть нужно быть морально готовым потратить полгода там, а то и больше на поиск работы. Плюс дальше еще сложнее, потому что все-таки работодатель ценит более, ну, опыт локальный в стажировок даже в локальных Да-да-да. компаниях, а дальше все, весь опыт в российских. Вот, но все равно этого всего, мне кажется, ну как меня могут куда-то не взять? Могут. И то есть нужно вот просто, как я и говорю, люди, которые приезжают из других мест, вот сейчас мое время, когда мне нужно вот, как я называю, эм, я обычно говорю, попу оторвать, условно, то есть нужно очень много всего делать, чтобы, как бы, чтобы чего-то достичь. И просто этот этап люди проходят в разные жизненные моменты. То есть Никите было тоже непросто поступить сюда. Лёше было непросто сюда попасть в качестве работника.
А как бы у меня, например, тоже сейчас вот этот этап. И часто у людей в разные этапы это происходит. Ну, как бы это нормально, просто надо быть к этому готовой. Я просто к тому, что об этом часто нигде не говорят. Ну и я, да, резюмирую, я бы хотела сказать, то есть на самом деле понятие высшее образование, оно настолько широкое. Понятно, что мы все имеем какую-то картинку в голове там университета, но настолько у каждого индивидуальное, но если сводить все аналогии в одно, то это очень сильно зависит от того, какое оно, начиная от того, от качества университета, качества образования преподавателей, которые там дают ли эту информацию со скрою или нет, готовы ли они вести дискуссии, и в первую очередь от тебя самого, от человека, который там собрался туда идти или не идет на учиться в высшее образование, но с таким же желанием, я не знаю, просто аппетитом получает где-то эту информацию, да, знания еще. То есть это как пустышка, которая может быть наполнена чем угодно. Ну, я к тому, что, да, то есть это может быть действительно супер качественное образование, если человек максимум получил от этого. Плюс это connections тоже. Допустим, что я поняла, то что, будучи переехав в другую страну, очень сильно помогает, когда если у тебя есть работа или у тебя есть университет, тут, куда ты ходишь, социализируешься с людьми, получаешь, ну, как бы локализируешься. То есть это одна из неотъемлемых частей в твоей жизни. И как бы это то, что действительно играет значимую роль в жизни человека, но это очень сильно зависит от качества вот этого высшего образования, да, то есть, как я уже сказала только что. И действительно мы не можем убрать, наверное, какие-то формальности, то есть, ну, мы видим, да, что где-то все равно работодатель, да, там, может, спрашивают, ну, что это, ну, нужно показать вот эту корочку, но зачастую дипломы сами лежат и где-то валяются у всех, то есть я всегда слышу одну и ту же фразу, они у всех лежат. Но самое главное, что-то это как вот после жизни невозможно ничего взять, да, там с собой, а что на самом деле после образования можно только взять вот это вот, не корочку вот эту, документ, который у тебя есть, а то, что ты внутри за это время образование получил. Это люди, с которыми ты познакомился, с которыми ты разбил связи, которые потом в дальнейшем ты можешь строить свою карьеру, дружбу, там, отношения, да, что все что угодно. Это там преподаватели, навык как раз-таки самодисциплины, потому что самому бывает сложно себя организовать. Это делать какие-то вещи, которые иногда не хочется делать, как документации, которые я тоже всегда была против системы, но это то, что помогает тебе как-то систематизировать какие-то вещи и перекладывать. То есть это такие модели, которые перекладываются потом на жизнь. Нужно ли оно там тебе, нужно ли оно каждому? Это каждый решает для себя, потому что настолько много разных вариаций исходов событий, у каждого жизнь, она уникальна. Поэтому я говорю, самое главное, это как вот и по жизни, зависит от начинки. То есть жизнь у всех как бы жизнь. Но чем она наполнена, как и образование, чем она наполнена, и там можно также наполнить и без него, я думаю, как бы это зависит от человека, и это ему выбирать. Знаете, я был отличником почти всю свою школьную жизнь. Это научило меня усердно работать, не сдаваться, искать и разбираться в информации, а также бояться ошибок. Перед окончанием школы мне говорили, что сейчас все изменится, начнется золотая пора. На меня ставили очень большие ожидания. В итоге, по приезду в Нидерланды уже на второй неделе я начал сомневаться о собственно сделанном выборе. Но сомневаться это нормально, мы сомневаемся всю свою жизнь насчет всего. Но знаете, что ненормально? Понимать, что ты находишься не на своем месте больше полугода и ничего с этим не делать. Мучиться от бессонницы, от постоянного стресса, засыпать на парах из-за усталости. Я мог бы еще очень долго распинаться, но вы можете послушать мою полную историю взаимодействия с образованием в моем телеграм-канале. А пока я вам хочу сказать следующее. Каждый из нас уникален. Каждый из нас врос в уникальных обстоятельствах, в уникальной среде. Нас воспитали по-разному. Мы совершенно разные и уникальные существа на этой планете Земля. Поэтому нам самим решать, как проживать свою жизнь. Именно нам и именно самим я очень хочу, чтобы вы это правильно услышали. Что бы вы ни выбрали, учиться или работать, не забывайте, пожалуйста, слушать себя. Я получил входящую задачу от родителей – выбрать университет и куда поступать. Но я не задумывался о том, как, зачем, почему и какие вообще есть альтернативы. Я считал, что уж родители точно знают, как мне лучше жить. Они ведь старше и более опытные. Я боялся совершить неправильный выбор и поэтому поставил all-in на образование за границей. Однако еще в 16 лет я решил попробовать вести свой собственный подкаст-аудиодневник, потому что я обожал подкасты
их слушать и также обожал говорить. А математика и физика, как бы они мне не нравились в школе, насколько бы олимпиад меня не посылали, оказались не теми сферами, которые я хочу углубленно изучать. А теперь я здесь, пробую себя на ютубе, пытаюсь рассказывать вам на камеру, делиться своим опытом и опытом других людей по поводу того, чем они живут, и о том, что не стоит бояться осознанно жить собственной жизнью. Страшно ли мне сейчас что-либо делать, продолжать, начинать идти дальше? Да. Знаю ли я, что меня ждет дальше? Нет, но от этого мне интереснее. Но я благодарен жизни за то, что все сложилось так, как сложилось. Я понял, что инженерия это не мое, а теперь я пробую ведение социальных сетей и канала на ютубе. Я все время стараюсь крутиться, вертеться и жить по жизни, улыбаясь, как бы тяжело мне не было. И ты, дорогой зритель, знай, что всегда есть выбор, какой бы сложный он не был, и в какой бы ситуации ты ни находился. Не стесняйся, делись своей историей в комментариях. Слушай себя и выбирай осознанно. Кстати говоря, про осознанный выбор. Можешь глянуть мое видео о том, стоит ли тебе покупать умные часы. Ну а если не хочешь терять со мной связь, то подписывайся на мои социальные сети. Все ссылочки в описании.